Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю самый быстрый вариант всемирно известного торта Эстерхази. Торт, который готовится без муки, без глютена. Получается необыкновенно просто вкусным. Итак, вначале приготовим сейчас заварную основу для крема муслин. Здесь я взяла 5 крупных яиц, достаточно крупных. Разделяю их сейчас на белки и желтки. Яйца, естественно, комнатной температуры. Весом они у меня, вот эти желтки, выходят примерно около 100 граммов. Белки пока сейчас отставим в сторону и займемся желтками. Сейчас 300 мл молока я нагреваю до кипения, но не кипячу. Здесь 30 грамм кукурузного крахмала, 110 грамм сахара. Я все это перемешиваю до однородности, чтобы не было комочков. И добавляю туда сейчас 100 мл молока. Все это опять перемешиваю. Также перемешиваю, разбиваю желтков пленочки. И всю желтковую массу я ввожу в крахмальную смесь. Все это делается очень быстро. Крем получается просто необыкновенно вкусный. Его можно использовать для начинки любых тортов. И идем сейчас на плиту уваривать всю эту массу. Начинающее кипеть молоко я вливаю всю желтковую массу при непрерывном помешивании в кастрюле с толстым дном на умеренном огне. Я варю до появления вот таких пузырей, провариваю потом где-то 20 секунд и снимаю полностью с огня. Промешиваю хорошо и переливаю в ту емкость, где заварная основа будет у меня остывать до комнатной температуры. Не до холодного состояния, а именно до комнатной температуры, потому что соединять мы ее будем впоследствии с размягченным сливочным маслом. Вот это очень важный момент в этом креме. Накрываем обязательно пищевой пленкой в контакт, чтобы она у нас не заветривалась. Заварную основу можно приготовить даже накануне заранее. То есть, чтобы себе облегчить вот этот труд и как-то его сделать быстрее, это очень удобно. То есть, это готовится буквально в течение здесь 10 минут. Сейчас 5 белков, которые у нас остались. Добавляем туда щепотку соли, 8 грамм ванильного сахара и взбиваем до такой пышной пены. И начинаю сейчас туда порциями вводить 160 грамм сахара. Можете сахарную пудру вводить, но я не вижу в этом смысла. Лучше попроще вот с сахаром делать. Взбиваю примерно 1 минуту. Добавляю туда 15 грамм кукурузного крахмала. И взбиваю теперь дальше примерно 7 минут, чтобы получилась вот такая пышная, глянцевая, красивая очень меренга. Сейчас я туда добавляю 160 грамм вот такой очень грубого помола миндальной муки. Можно здесь сказать, что это у меня просто молотый миндаль. Не очищенный. Можете просто миндальную муку добавлять. Можете здесь брать абсолютно любой орех. Примерно в 5 приемов. Я все это перемешиваю аккуратно лопаткой, такими круговыми движениями, чтобы не осадить белковую массу. Все это перемешали очень аккуратно. Однородная масса у нас получилась. Можете брать также фундук. Здесь на ваше усмотрение. Противень у меня 42 на 32 сантиметра. Сверху на бумагу для выпечки я положила также силиконовый коврик. Потому что вот такие меренговые коржи, они очень хорошо отходят потом от силикона. Если у вас нет ни силиконового коврика, ни бумага не силиконизирована, лучше смазать ее растительным маслом слегка. Выпекать будем 20-25 минут при температуре 175 градусов Цельсия. Пока печется корж, завершаю приготовление крема. 200 грамм масла я взбивала примерно около 3 минут. Сливочного масла, 82% жирности.
Сейчас остывшую до комнатной температуры заварную основу я добавляю примерно по 2 столовые ложки вот так вот к маслу и прорабатываю вот так вот миксером недолго. То есть, чтобы не осадить всю эту массу, потому что проваренный крахмал, он может становиться таким жидким потом, когда его очень долго взбиваешь. Здесь на данном этапе, когда ввели всю массу, можно добавить пару вот таких вот капелек ромовой эссенции, ромового ароматизатора, либо же 2 столовые ложки коньяка. Это на ваше усмотрение. Я добавляю всегда безалкогольную вот такую эссенцию, это очень удобно. И крем вот такой получается. Итак, у меня прошло около 25 минут, корж испекся. Сразу же вынимаю его из противня, он очень быстро остывает. Удаляю с него силиконовый коврик. Видите, бумага для выпечки, если она или не силиконизирована, или она плохо силиконизирована, она может прилипать вот к таким меренговым коржам. А силиконовый коврик, он всегда очень хорошо отстает именно вот от такого коржа. Делю сейчас на 3 равные части. Здесь я разрезаю еще теплый корж с помощью линейки. Все это делается на самом деле очень просто. Приготовление такого торта в общей сложности моего личного времени занимает не более 1 часа. Я считаю неправдой, когда пишут в громких названиях, что торт за 5 минут или за 15 минут. Это неправда. Никакой торт невозможно приготовить за 5 минут или за 15. Нужно всегда давать где-то, ну, хотя бы час на один торт. Тем более торт такой сложности, как Эстерхази, конечно, здесь нужно потрудиться. Разделяю сейчас крем на 3 равные части, примерно так визуально, насколько я это могу сделать. Ничего здесь не остужаю, то есть коржи уже остыли. Такие коржи очень удобно, потом вот этот тортик прямоугольный, очень удобно его разделять на порционные пирожные. Это очень удобный вариант. И самый главный, быстрый. Кто, допустим, боится готовить круглый торт Эстерхази, он есть у меня на канале, подробнейший рецепт. Ссылку я оставлю вам в описании к данному видео. Приготовьте вот этот тортик. Он у вас не займет много времени, вы научитесь его готовить. Убираю сейчас примерно на 3-4 часа в холодильник заготовочку. Итак, у меня прошло около 4 часов. Здесь у меня 50 грамм абрикосового джема. Джем у меня здесь без кусочков фруктов, то есть он должен быть таким вот прозрачным. Распределяю его по тортику. Если у вас он очень такой густой джем, вы можете здесь брать любое повидло кислое или джем кислый. Вы его можете подогреть слегка или на водяной бане, или в микроволновке. 100 грамм шоколада белого и 30 грамм сливок для взбивания. Вы можете здесь вместо сливок добавить 1 столовую ложку, допустим, масла подсолнечного без запаха. Если у вас совсем нету сливок, это тоже можно заменить. Или кокосового масла можно также добавить, чтобы у вас просто он лучше нарезался, потом белый шоколад уже при нарезании. Но лучше, конечно, сливки добавить. Но бывает вообще нету, когда сливок, лучше вот тогда чем-то его разбавить, от белый шоколад. Распределяю сейчас по конфитюру. Здесь я растопила в микроволновке примерно около 50 грамм шоколада темного. Здесь все будет зависеть от чистоты вот этих вот полосок, которые вы будете наносить на торт. От 30 до 50 грамм шоколада здесь можно использовать. Ну, такой классический вариант украшений будем делать для этого тортика. То есть здесь не нужен какой-то планетарный миксер большой. Здесь все это можно приготовить обычным ручным маломощным миксером, как вот в моем случае.
Выравниваю сейчас бока и уберу сейчас в холодильник примерно на 1 час, чтобы вся эта вот глазурь схватилась. Здесь 50-60 грамм миндальных лепестков. Обжариваю их на сковородке на умеренном огне. Здесь они очень быстро могут подгорать. Вот за этим нужно следить. Снимаю быстро с огня. Как только вот пошел такой приятный миндальный аромат, сразу же нужно снимать, чтобы они не подгорели. Остужаю их, достаю тортик из холодильника, и уже в принципе его можно украсить по бокам. Торт после холодильника нарезается просто идеально. Если вы хотите, чтобы к тому времени, когда вы его подаете на стол, был очень нежным, буквально тающим во рту, его нужно нарезать и оставить уже вот в таких порционных кусочках, где-то полчаса постоять, чтобы были и кусочки красивые, и чтобы он был такой пропитанный, очень такой нежный. И таким образом его можно подавать. Торт нежнейший и вкуснейший. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.